Всем здравия, да, давайте, конечно, начнем. Давай начнем с вопроса, что такое позитивное право? Хороший вопрос. Позитивное право – это те каноны, которые принимаются мужчинами и женщинами с надлежащими полномочиями, скажем так, для управления и взаимодействия с государством, ну и с обществом также. Кто же такой почмейстер? Расскажи. Почмейстер. Почмейстер очень такая интересная должность, скажем так. Во Всемирном почтовом союзе ВПС почмейстер играет очень такую важную роль в координации и в управлении всеми почтовыми операциями и также отправлениями на международном уровне. ВПС, который был основан в 1874 году, он является специализированным учреждением от ООН, которая, опять же, также занимается управлением и совершенствованием международных почтовых связей. Вот. Почмейстеры в ВПС, они, знаете, могут занимать различные должности. Я приведу пример. Генеральный директор Конгресса, например, Бишар Хусейн, насколько я помню, бывший главный почмейстер Кении, занимал должность генерального директора ВПС. Опять же, здесь нужно проводить очень правильную параллель, о чем нам, скажем так, в почтовом союзе, ну и тем более на АО Почта России никто не скажет, ну и не расскажет. Как стать успешным правоведом? Как стать успешным правоведом? Ну, прежде всего нужно будет подтянуть знания в позитивном праве, в естественном праве. Ну, также можно подтянуть знания в суверенном праве, если оно вам нужно. Скажем так, опять же, всегда быть внимательным к деталям, к тем бумагам, которые к вам попадают в руки или же на роспись для вашего визирования. Ну и также я бы, наверное, отметил, что очень важно отстаивать свою позицию не только в взаимодействии с государством, но и также в судах, ну и, скажем так, в других организациях. Что такое абсолютная печать? Абсолютная печать. Это позитивное право у нас канон 2339. Абсолютная печать является наиболее высшей, самой высшей, я бы сказал бы, печатью или подписью мужчины или женщины. Мужчина или женщина, когда заверяет свой документ, что этот документ исходит от него, он ставит на него свою абсолютную печать. Всего есть 6 печатей, насколько я помню, и абсолютная печать – это самое главное. Самая низшая – это частная печать, это все те печати, которые есть в государстве и так далее. Но одна из таких печатей – это апостиль. Апостиль – это та печать, которая придает силу юридическому документу в других странах. Соответственно, все страны, которые подписали Гаагскую конвенцию в 1961 году, которая направлена на то, что страны будут заверять свои документы для юридической значимости их в других странах. У нас произошел небольшой сбой, сел аккумулятор, но давайте продолжим. Да. Какой ваш следующий вопрос? Что означает accept for value? Что такое accept for value? Accept for value – это принятие за ценность. Это тот процесс, связанный с исполнением обязательств по определенному документу. Таких как счета, платежные документы, ну или юридические уведомления. Accept for value – это такой административный процесс по погашению
Конечно же, в коммерческом кодексе США UC7 нет прямых отсылок, но основа заключается в том, что человек может принять за ценность любой документ, тем самым признавая его и используя опять же его для урегулирования своих финансовых обязательств, если они есть. И также опять же для урегулирования тех обязательств, которых нет. То есть, так как у нас морское право, нам предлагают, опять же, действия к подписанию договора. Оферта? Оферта. Я предложил оферту, а заплатите-ка мне. Просто так. И человек должен иметь возможность грамотно либо отказаться, либо вернуть документ обратно. Вы же делали Да, курс? на этот счет я делал как раз таки курс после, наверное, прохождения двухлетнего опыта по отсылке и взаимодействию с системой Accept for Value. Приходили, конечно же, в начале очень много отказов, опять же, несогласие государства, судов и, скажем так, других корпораций. И опять же, вернусь к тому вопросу, как стать грамотным правоведом, это правильно отстаивать свою позицию. И когда вы начнете также грамотно отстаивать свою позицию в том же суде или в любой другой организации, конечно же, система начнет потихоньку признавать ваши права и понимать, что с вами, такие игры, наверное, больше не прокатят. Хотя, как показывает практика, время от времени банки начинают все-таки засылать свои оферты, а вдруг, а мало ли. Возможно ли закрыть обязательства векселем? Возможно ли закрыть обязательства векселем? Да, возможно. Вексель, очень интересный финансовый документ, он подтверждает безусловное обязательство погасить векселедержателю те финансовые обязательства, которые дал векселедатель. И, как я опять же рассказывал на курсе, никому не нужны вот эти бумажки. Они, в принципе, ничего не значат. Самое главное – это право требования. Вот у векселя как раз-таки есть право требования. У векселя есть несколько схем для погашения долгов. Это выдача векселя на оплату, выдача векселя кредитору. Можно, конечно же, да, купить дебиторскую задолженность, то есть купить долговое обязательство другого человека. Опять же, предварительно, правильно вступив в права требования. Все это делается, опять же, да, через суд, через низшую инстанцию, которая подтверждает правообладание и право требования вашего от другого физического лица. И как можно использовать такую дебиторку? Такую дебиторскую задолженность можно использовать для погашения своих каких-то личных финансовых обязательств через те же службы ФССП, у кого есть долги и кто никак уже не может их по-другому как-то закрыть, то да. Но опять же важно учитывать, что использование векселей может быть оспорено опять же в суде. Поэтому, конечно же, лучше перед такими действиями с кем-то проконсультироваться, с тем, кто знает, или кто ведает, скажем так, той информации, как это правильно сделать. А ты ведаешь? Да, ведаю тоже такой информацией. Как раз таки мы недавно, относительно недавно закрывали финансовые обязательства одного из подписчиков. Он обратился ко мне с просьбой
о закрытии финансовых обязательств, мы ему подбирали вексель, который был выставлен на торги, и векселем закрывали его финансовые дыры. Право требования. Что Да, это? хороший вопрос по поводу права требования. Право требования – это законная возможность требовать кредитору получать что-либо от должника. Ну и как мы все, наверное, знаем, что мы все кредиторы по праву почвы, по праву крови. Это, думаю, никто оспаривать не будет. Это два основных постулата, которые есть во всех системах. Ну и, конечно же, у права требования есть несколько ветвей на право что-либо требовать от должника. Ну, они могут быть финансовыми требованиями, могут быть позитивными, то есть направленные на совершение каких-либо действий. Например, срочные требования, когда требования приходится исполнять в определенный срок. Опять же, есть требования, вот как я сказал, позитивные, когда взамен на снятие каких-либо финансовых обязательств человеку приходится куда-то поехать, что-то сделать, либо выполнить какую-то работу. Вот. Возможно, даже не на 1 месяц. Даже так? Да. Какая цель в запуске курсов? Какая цель была в запуске курсов? Ну, во-первых, те шаги, которые я уже прошел, я стараюсь поделиться теми знаниями, которые у меня есть, или которые работают. У меня, конечно же, ноутбук и облако завалено теми видео, которые я снимал, на которые приходили отказы, или же те действия, которые не принесли результата. Но выкладывать их, думаю, смысла нету. Это просто будет, ну, и для меня лишняя трата времени, ну и, думаю, для, опять же, подписчиков и для тех, кто хочет в этом разобраться, смотреть, как это не получилось, я думаю, это не совсем будет интересно. Поэтому я всегда стараюсь выложить именно те видео или же сделать курс из того, что уже действительно работает. Работает у меня, работает у некоторых других, кто, опять же, отстаивает свою позицию в том или ином вопросе. Есть ли у тебя закрытые дорогие группы? Да, есть группы закрытые, где непосредственно я как наставник веду их либо до определенного результата, либо даю такую, скажем так, обширную консультацию по определенным темам. Почему же курс стоит 5000, а не безоплатно? Я отвечу на этот вопрос, почему нет безоплатного тарифа, потому что человек подсознательно, получая что-то безоплатно, относится к этому более, скажем так, наверное, как бы это лучше бы сказать-то? Ну, не спустя рукава, а как, ну, да, получил, вот. И, соответственно, по выполнению каких-то действий у него нет той, скажем, цели, я должен получить максимум от этих знаний. А когда человек уже вложил что-то, тем более финансово, он хочет получить максимум из того, что он увидел, из того, что он прослушал. Конечно, приходят в чаты такие вопросы, вот я не понял, мне абсолютную печать ставить сбоку или сверху, хотя в каждом видео там есть, куда мы ставим абсолютную печать, почему и для чего. Но когда человек это получил, скажем так, в подарок,
он к этому видео относится, я бы сказал, наверное, халатно. А скидки на курс? Предусмотрены ли какие-либо скидки на курс? Или же их нет совсем? Да, хороший вопрос по поводу скидки. Ну, скидка у нас с августа, по-моему, я сделал при покупке курса принятия за ценность, Accept for Value, 5000 билетов Банка России. Конечно же, курс Патчмейстер человек получает в подарок. Если ему курс нужен только Патчмейстер, то, соответственно, он уже не безоплатный, а 1000 билетов Банка России. Почему 1000 билетов? Ну, я так думаю, что 1000 билетов Банка России – это прийти куда-то втроем и просто выпить кофе. Капучино мне, вам и, вот, допустим, еще кому-то. 3 человека – это буквально 1000 рублей. Я думаю, это не такие огромные деньги по сегодняшним меркам. Благодарю тебя за твои ответы. Всех благ вам и здравия. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия.